Добрый день, дорогие друзья! На связи с вами ребята из компании ServerFlow. И сегодня мы решили поднять достаточно интересную тему. Тема заключается в том, насколько проблематично ставить десктопный GPU в серверные платформы. Но прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, я бы хотел затронуть вопрос того, зачем вообще ставить, так сказать, десктопные GPU в серверные платформы. Ну, наверное, главная причина, почему люди хотят этим делом заняться, это нарастить объем видеопамяти в единой системе. Для чего это делается? Конечно же, инференс нейронных сетей, обучение нейронных сетей. То есть у нас есть целая масса применений вот этих вот систем, в которых достаточно большой объем видеопамяти. И может закрасться мысль, что можно вот таких вот карточек поставить штучек 6, а то глядишь и 8. И в целом-то получится, наверное, то же самое, что и на профессиональном ускорителе. Вот, например, у меня сейчас в руках NVIDIA V100, она имеет объем памяти в 32 гига, что эквивалентно видеокарте RTX 5090. И вот, казалось бы, идея классная, но, как говорится, есть нюанс. Ну и давайте переходить к делу. Собственно говоря, в чем заключается нюанс? Вот это не 5090. Я сейчас покажу вам 5090. Вот 5090, друзья. Как вы могли заметить, она чуть-чуть больше, чем старая RX. Это старая RX, в ней 4 гига, понимаете? И, в общем, такой момент, что, понимаете, мне ее тяжело держать. Что вот далеко не всегда вот эта видеокарта, она хорошо как бы входит и выходит из серверов. Итак, пункт 1. Габариты видеокарт. В целом, конечно, наверное, и так видно, что она просто чертовски огромная. Но давайте на примере серверной платформы я просто попытаюсь ее сейчас интегрировать в шасси Supermicro 4028, который считается типа бюджетным, а такие карты, если что, покупают для бюджетных билдов, для того, чтобы экономить и не покупать, например, вместо 5090 A100 либо H100. Просто берем и устанавливаем. Смотрите, сейчас пытаюсь крайний слот это установить. Извините, у меня не получится, потому что шасси рассчитано на двухслотовые карты, поэтому мне придется откручивать лишний винтик и втыкать ее не в крайний слот, а крайний слот у меня будет занят. И на вопрос, чем он будет занят, очень простой ответ. Ничем он не будет занят, он будет просто заслонен огромными габаритами этой видеокарты. Итак, я открутил еще один слот и тихонечко это все сюда сейчас втыкаю. Так. Выяснился еще один нюанс. Благодаря габаритам RTX 5090 она совершенно успешно уперлась в радиатор процессора, что сделало ее возможность интеграции сюда вообще просто невозможной. Хотя в целом она вроде вставилась, но, по-моему, немножко не до конца, на пару миллиметров, что может вызвать неполадки с подключением. Итак, хорошо, абстрагируемся от этого момента. Давайте представим, что вот, вы поставили. Но, ребята, благодаря этим габаритам вы таких карт сюда поставить получается всего 4. А вот таких карт, посмотрите, сколько вы можете поставить. Просто взгляните, насколько эта видеокарта меньше. Она реально в 2 раза меньше. В 2 раза меньше. И имеет еще и больше памяти. Я согласен, она стоит дороже, но она для этого и придумана. Она придумана для того, чтобы классно масштабироваться. А эта карта придумана, чтобы классно размещаться в персональном компьютере, и вы получали лучший игровой экспириенс. Но, так как мы тут пришли экономить, собственно говоря, будем сталкиваться с проблемами и думать, возможно, как их можно решить. Следующий вопрос. 12 Edge Power, который всегда в десктопных картах находится не в, так сказать, торцевая часть, да, не в торцевой части видеокарты, а сбоку. А сбоку у нас что? Крышка находится. А если в таком шасси, что у нас сбоку находится? Razer-карта, которая имеет стандартизацию габаритов. И это все накладывает свой отпечаток. То есть сюда сейчас будет ставиться какой-то переходник, и в конечном итоге шасси превращается вообще непонятно в что. Окей, эту проблему зафиксировали. Дальше. Как это дело будет охлаждаться, если карты будут стоять впритык. То есть здесь окей, здесь есть вот эта щель, и тут как бы вентиляторы будут продувать, и получается воздух горячий будет выходить как-то, ну, вот куда-то сюда, то есть крышку вообще закрыть невозможно. Но вопрос-то в чем? Эти вентиляторы, которые придуманы в этом шасси, куда они будут дуть? Ответ очень прост. Никуда они не будут дуть, здесь ничего нет, тут все специально заделано, надежно, чтобы никаких вот этих вот продольных систем охлаждения не было, потому что RTX 5090 существует в серверном варианте, и эта карта называется RTX 6000,
Blackwell Server Edition, либо Workstation Edition. Конкретно для этого шасси нужен Server Edition. Да, она стоит дороже, но опять не решены все эти проблемы. Но хотел сказать, что на самом деле для таких шасси существует очень редкая горбатая крышка от Supermicro. Мы постараемся сейчас вывести ее порт-номер. Но опять, понимаете, горбатость крышки, она тоже как-то стандартизирована, она для каких-то карт делалась. Но обратите внимание, насколько же выпирает RTX 5090, насколько у нее вот это вот расстояние, оно отличается от того расстояния, которое есть в профессиональной карте. То есть вот, просто взгляните. Она ж просто, ну я не знаю, она несопоставима по размерам. И вот из-за таких вот габаритных характеристик, которые еще у каждого производителя свои, то есть мы смотрим Polit, он таких размеров. Завтра мы посмотрим Asus, он вот, не знаю, будет еще больше, а тут он будет уже. Мы вообще не можем никаким образом гарантировать то, что вот это можно вставить в серверное шасси какого-то уровня, и этих карт можно вставить много, и что с ними еще не будет каких-либо проблем. Итак, давайте переходить к двухюнитовому шасси, может быть здесь у нас с вами что-нибудь получится. Вытаскиваем Razer карточку. Вот такая вот у нас Razer карточка. Так, надо бы подосвободить слотики, а то что-то как-то я на 2 слота позарился. Так, 3 слота. У нас тут тоже 3 слота. Ой. И теперь это надо как-то воссоединить едино. Так. О, вот так. Неплохой такой кирпичик получился. Ну, делать за малым, осталось закрыть все это в корпус. Осталось... Это невозможно. Вы не сможете закрыть в корпус, потому что... Что это? Что это? Что это? Чьи это сантиметры? Серверное шасси хочет стандартизированных габаритов. Она хочет Теслочку, маленькую, в которой все габариты приведены к общему знаменателю, где никаких выступающих элементов лишних нет. Поэтому, друзья, и в такое GPU шасси поставить такую карту не получится. Но мы на этом с вами заканчивать не будем, и я предлагаю взглянуть на материнские платы и посмотреть, а что же с серверными материнскими платами будет. Может быть, классная идея взять какую-нибудь супер крутую материнку дорогую, напихать туда кучу этих видеокарт и таким образом эксплуатировать. Может, хотя бы этот вариант у нас сыграет. У меня в руках одна из самых, наверное, интересных плат на SP5 сокете. Это плата от компании ASRock REC, и она имеет, внимание, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слотов PCI-Express X16 5-го поколения. Просто не плата, а загляденье, особенно для любителей GPU. Но что же будет, если воткнуть сюда RTX 5090? Сколько же таких карточек мы можем воткнуть? Давайте попробуем. Берем наш кирпич, тыкаем кирпич. Итак, кирпич воткнут. Итак, что же мы с вами видим, друзья? Мы видим с вами, что 3 слота свободны, а 4-й он опять перекрывается вот этой вот массивной системой охлаждения. И получается, что даже с такой супер крутой материнской платой мы можем установить только 2 5090 просто по причине того, что ее габарит, ее системы охлаждения не стандартизированы. И она просто огромная. Получается, можно сказать, что покупать супер крутые материнки, когда вы работаете с обычными такого рода воздушными версиями 5090, тоже может быть несколько сомнительной затеей. А если бы мы использовали стандартные видеокарты по типу A100, H100, то, пожалуйста. Если корпус позволяет, то можно установить до 4 таких карт. В общем-то, примерно такая история. Ну и давайте взглянем на чуть более интересную материнскую плату, наверное, с точки зрения максимального размещения GPU. Дело в том, что пока плата от компании ASRock на SP5 сокете, она была как бы такого, знаете, для широкого круга лиц, компания Supermicro в свое время клепала проприетарные материнские платы для специальных GPU Workstation формата Tower. И сейчас я вам ее тоже продемонстрирую, и мы посмотрим, как у нее обстоят дела с размещением RTX 5090. Итак, X10 DRG-Q. Плата, которая совершенно не стандартизирована по своим габаритам. Она длиннее, чем все другие материнские платы. То есть она не влезет в обычный ATX корпус, но влезет в CSE 747 от компании Supermicro. Но может быть с ней мы с 5090 сможем договориться. Но прежде чем с 5090 будем договариваться, давайте коротко, так сказать, пройдемся, сколько сюда профессиональных ускорителей можно поставить. 1, 2, 3, 4, 5. Причем, посмотрите, все 5 ставятся. Здесь используется отступ 2 слота между слотами PCI-Express. Как раз таки для того, чтобы ставить двухслотовые карты, вообще подразумевается типа турбинные карты, поскольку это Workstation. И все это как бы задумано с завода.
Но ведь 5090 такая мощная и так хочется. Ставим 5090. Раз. 5092. Ну, кстати, справедливости ради, даже 3 5090 получилось поставить. Это практически рекордный результат для установки RTX 5090. Так что, ребята, кто любит RTX 5090, посмотрите, классный вариант для вас. Извиняюсь, мой коллега меня поправляет, но ведь корпус CSE 847, он здесь по низу стандартизирован, это самый конец. И тут, к сожалению, не получится разместить 5090, поскольку она очень сильно выпирает вниз. Ну, вы сами наблюдаете, это монструозность. Итак, резюмируем. RTX 5090, 4090 и даже 3090 – это классный вариант для развертывания нейронок. Эти карты обладают классной производительностью, прежде всего из-за того, что они построены на актуальной микроархитектуре. Но основная проблема этих карт, она заключается в их нестандартных габаритах. И в том, что эти габариты выливаются в то, что в серверные шасси эти видеокарты не залезают. И получается, работая с воздушным охладом, мы имеем целую кучу проблем. Как чисто технически, без использования профессиональных ускорителей, которые классно масштабируются, можно решить эту проблему? Можно использовать RTX 5090, например, на водоблоке. Но когда мы говорим о водоблоке и размещении нескольких видеокарт, вы же понимаете, что нужно говорить о кастомном водоблоке, где одна карта подключается в другую, это все как бы является таким одним большим контуром. То есть здесь требуются навыки сборки кастомной системы. И только в таком случае мы с вами ставим карту карте, например, вот материнскую плату, которую мы рассматривали, Genoa от ASRock, и там это все дело даже нормально работает. Ну, там, в зависимости от мощностей самой водянки, сколько она там воды прогонит через них. Если же мы говорим с вами о обычной водянке, необслуживаемой, то мы с вами упремся просто в невозможность размещения такого количества вот этих вот радиаторов от водоблоков. То есть их будет там типа 8 штук, и, как вы понимаете, девать это просто некуда. Ну и есть такой еще один вариант развития, то есть не обязательно вкладываться прям сразу в Tesla, можно вложиться в видеокарты серии Quadro, которые сегодня Quadro напиваются. Ну, что-то вроде, вот как я вам говорил, RTX 6000 Blackwell, RTX 6000 Ada или RTX A6000. У них уже, например, с поколения Ampere идет по 48 гигабайт памяти, а у того же Blackwell сейчас 96 гигов. То есть, если вы чисто технически, вы понимаете, что вы инференсите большие нейронки, реально взгляните на 6000 Blackwell. У него нет всех этих проблем, и он масштабируется. И более того, я вам даже скажу, что Supermicro сейчас собирает специальные сервера на этих Blackwell'овских картах, которые выглядят вот так. И они даже какое-то у них название получили. Сейчас выведем на экране информацию об этом деле. То есть это сейчас такая нормальная темка для того, чтобы собирать инференс-серваки за недорого. Благодарим вас за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. В будущем мы будем продолжать рассказывать вам интересные мысли по поводу десктопного и не только десктопного железа. Будем делать обзоры на сервачки и в целом всячески радовать вас, для того, чтобы вам было с нами максимально интересно. Всем спасибо, всем пока!